Всем привет! Сегодня я хочу показать вам, как можно сделать просто потрясающую ручку. Я уже не могу вспомнить, где я увидела, что для этого используется диск, который называется Кумихима. Выглядит он таким образом, что он круглый, внутри отверстия обязательно, и вот 32 зарубчика. То есть на самом деле вы его можете сделать сами из картона, серединку вырезать и вот эти проделать дырочки. А так я покупала его в Леонардо. Ну и думаю, в рукодельном магазине на Озоне точно должно быть. У меня еще будет 2 карабинчика и 4 отрезка по 2 метра. Ручка у меня будет 30, ну, около 30 сантиметров. Если вы хотите больше, то нужно взять отрезки побольше. На карабин почему я буду сразу? Потому что эта ручка сразу пойдет у меня в сумку. Для начала мы складываем наши отрезки, берем с одной стороны все, чтобы они ровно были, и в карабин наш вставляем, продеваем и доведем карабин до середины всех отрезков. Тут ручка, кстати, 30, может быть, и больше чуть-чуть сантиметров будет. Вот, она такая, как бы эта сумка в руку тогда получается такой ручкой. Ridicule, мне кажется, у меня потом получается. Это видео будет как первой частью для сумки, которая будет потом. Вот, мы вставляем в карабин все отрезки, и этот карабин помещаем в центр нашего диска. И сейчас нам нужно будет очень верно расположить нити в эти дырочки, между нужными циферками. Верхний мы кладем между 31 и 32 и 1. У нас должно с вами как раз получиться 8 нитей. Потом с правой нити мы кладем между 7, 8, 7, 8, 8, 9. Нижние мы кладем, получается, ровно под верхними. 15, 16, 16, 17. И боковые слева у нас получается 23, 24, 24, 25. Вот видите, у меня тут немножко перекрещенные были, я решила их выправить. И смотрите, самое важное сейчас что будет? Мы берем для начала нить, которая у нас находится между 16 и 17 циферкой. 16 и 17. Находим ее, нашли и перекладываем ее на между 30 и 31. Дальше мы видим, что здесь у нас 3 нити. Берем самую крайнюю, которая между 32 и 1, и кладем ее вниз между 15 и 16 дырочкой. Дальше мы поворачиваем наш диск по часовой стрелке, чтобы у нас стало вверху числа 23-24. Берем опять нижнюю нить, которая там у нас между 8-9. Потом сверху берем самую крайнюю и переносим ее вниз. То есть мы, если увидим вот в серединке нашего диска, мы всегда делаем небольшие переплетения. Сейчас опять повернули диск, берем нижнюю нить, перекладываем наверх. Берем верхнюю нить, перекладываем вниз. Поворачиваем. Нужно обязательно не забывать поворачивать, потому что иначе у нас не будет создаваться переплетение в центре. И начинаем опять вверх перекладываем, потом вниз перекладываем. Лучше это делать не над столом, а на весу, потому что вот нижние отрезки, они тогда будут свисать вниз, но также они начнут, возможно, путаться, а вы смотрите, там распутываете их внизу. Опять нижнюю кладем вверх, верхнюю перекладываем вниз. Повернули наш диск и опять снизу берем наверх. То есть вот видите, создаем в середине переплетение над 2 нитями и сверху перекладываем вниз. Еще что я могу сказать по этому кругу, он очень на самом деле классный и на нем быстро все делается. И как я уже говорила, вы можете сами из картона создать его. Мне написало много подписчиков, сказали, что дети у них делают браслеты, например, в такой технике, из мулине, например, ниток. Еще вы можете делать, получается, ручку там или браслет не из одного цвета, а из 2. И еще добавлю все ссылки, которые смогу, на этот диск, где найду, постараюсь оставить под видео, чтобы вам было максимально удобно искать. Если вы из другой страны, то, не знаю, в каких-то рукодельных магазинах своих тоже поищите. А пока мы продолжаем плести
И делаем это до того момента, пока у нас не будет нужная длина ручки. Вот с другой стороны у нас сейчас растет ручка. Как вы видите, просто потрясающе. И она сразу на карабине. Очень здорово. Продолжаем так плести. Не забываем по кругу просто вертеть его и снизу брать, переводить наверх, потом переводить вниз. Вот если запутались, вам ориентир, как бы вот видите, две нити сейчас торчат в один бок и в другой. И вот их нужно, чтобы они переплелись. То есть какую-то нить, чтобы они переплелись с одного и с другого бока. Вот. Если вы возьмете опять сейчас, не перевернув, то у вас просто получится на одну сторону. Еще хотела сказать, что с этим диском идет потрясающая инструкция, благодаря которой можно научиться. То есть, если у вас нет диска и вы не планируете его покупать, а сами хотите сделать, то вот вам такое мое наглядное видео. Если вы купите этот диск, то к нему идет просто потрясающая инструкция, благодаря которой вы сможете также научиться все делать, даже без видео. Ну вот, у меня получилась такая ручка, и я на самом деле сделала меньше, чем 30-27 сантиметров, но вместе с карабинами как раз то на то и выйдет. Сейчас я беру второй свой карабин и буду прикреплять его. Каким образом? Беру одну нить, пропускаю, и беру теперь верхнюю нить и делаю узелок. Далее боковые нити сделаю узелок. На самом деле тут нет четкого какого-то плана. В инструкции к диску не написано, как крепить на карабины. Я здесь импровизировала, и мне кажется, получилось достаточно интересно и нормально. То есть у нас там ручка с такими переплетениями, и я каждый раз пропускала нити с разных сторон и создала, можно сказать, тоже переплетение в этом карабине, а потом отрезала лишние отрезки. Ну вот сейчас я отрезаю лишнее.
У меня получилось там навязать узлов. Я надеюсь, что вы увидели, как это делается, и, возможно, повторили и придумали что-то свое. Ручка у нас готова, она просто потрясающая. Это какой-то у нас новый уровень в сумках сейчас будет, я уверена, на карабинах, то, что сразу просто класс. Вот, надеюсь, что у вас все получилось. У меня еще вот такая была пробная, бирюзовая. Подписывайтесь на канал, и в следующее видео у нас будет уже полноценная сумка к этой ручке под цвет. Всем пока-пока.